На протяжении длительного времени Яков Павлович прожил со своей супругой в небольшой однокомнатной квартирке в простой российской хрущевке. Но спустя 30 лет супруга отошла в мир иной, и Яков Павлович остался в полном одиночестве, точнее, у него были близкие. Дочка периодически приезжала проведать и помогать по домашним делам, была и другая родня, которая тоже могла оказать нужную поддержку, но совершенно очевидно, что старику было достаточно одиноко. И он даже не знал, как распоряжаться своим временем и перезимовать зиму. Но были у Якова Павловича и вполне типичные дела, которые помогали как-то организовывать свое время. В основном соседями по дому были достаточно молодые люди, поэтому с соседями он не особенно общался. У подъезда также сидели сплетницы-старушки, но с такими он не водился, еще когда супруга была. А теперь у старика вообще не возникало никакого желания отправляться туда и судачить о том, кто и чем не нравится этим старушенциям. В жизни территории поблизости от собственного дома Яков Павлович участвовал, у него было обожаемое занятие – сидеть на балконе. Небольшой балкончик он оборудовал удобным сиденьем, а также стеллажами, где хранил разнообразные припасы, так как он всегда знал, что нужно делиться. Помимо стеллажей с припасами, он устроил разнообразные кормушки для птиц. В этот раз он не просто установил разнообразные коробки, куда складывал остатки хлебных крошек и подобное. Также он растянул бечевку, на которой периодически закреплял припасы для синичек. Именно поэтому у него на балконе периодически появлялись самые разнообразные птички, которые с удовольствием поедали те самые припасы, которые позволяли нормально существовать в холодный зимний период. Однажды увидел Яков Павлович на своем балконе нечто интересное. Он там оставил миску с едой и потом обнаружил миску перевернутой и практически без еды. Старик думал над тем, кто бы мог заинтересоваться его припасами. Он понимал, что перевернуть такую крупную миску вряд ли сможет небольшая птичка. Вероятнее всего речь была о ком-то другом. И вот однажды обнаружил на ветвях дерева достаточно крупного вора. Видимо, именно он прилетал тогда для того, чтобы полакомиться стариковскими запасами. Со временем Яков Павлович также стал оставлять еду, и для этой птицы он сделал отдельную кормушку и складывал туда разнообразные объедки покрупнее для того, чтобы умный и крупный ворон мог вдоволь полакомиться. После этого отношения у них стали все больше сближаться. Поначалу ворон просто опасливо подлетал к балкону, длительно всматривался, нет ли старика поблизости, и только после этого хватал какой-либо кусочек для того, чтобы снова улететь к себе на ветку дерева. Потом он стал длительнее задерживаться на балконе, а после этого стал брать из руки у старика ту или иную еду. Дальше больше, и со временем ворон даже сам стал прилетать, садиться на балкон и отстукивать клювом о подоконник для того, чтобы дать понять о своем присутствии. И после этого громко каркал. Яков Павлович тогда понимал, что нужно кормить своего друга, и выносил какую-либо провизию. Так продолжалось на протяжении длительного времени, но вдруг старик захворал, поэтому не мог даже подняться для того, чтобы выйти на балкон. Он слышал, что ворон прилетал и стучал, но сделать ничего не мог, даже практически не готовил себе пищу, а дочка привозила разнообразные продукты и препараты из аптеки для того, чтобы он мог нормально справиться с недугом. На протяжении длительного времени ворон прилетал, но потом перестал. И вот выздоровевший Яков Павлович вышел как-то на балкон, но ворона там не увидел, оставил еду в привычной кормушке, но того снова не было. После этого, когда потеплело, он попросил у своей дочери перевести его в дачный домик поблизости от города. Именно там он хотел провести эти теплые деньки. И однажды, сидя утром за теплым напитком и поедая свою простую пищу, он будто бы услышал знакомое постукивание, а потом и карканье. Выйдя на крыльцо, Яков Павлович увидел, что на соседнем дереве сидел ворон. Вероятнее всего тот самый, который прилетел туда видеть гнездо, а после этого ворон спустился поближе. И оказалось, что он принес для старика какой-то маленький сверток. Яков Павлович взял сверток в руки и начал разворачивать, а когда он увидел, что там, то онемел от счастья и сожаления одновременно и расплакался. О таком он не мог даже и предполагать, что ворон принес ему. В свертке оказался драгоценный камень, который явно стоил целое состояние. Старик понимал, что ворон принес его в знак благодарности за то, что он всегда кормил его и заботился о нем. Однако среди радости от неожиданного подарка в сердце Якова Павловича зародилось чувство сожаления. Он понимал, что ворон, вероятно, украл этот камень у кого-то, и теперь он стал соучастником преступления.
Старик был честным и справедливым человеком, и ему было тяжело принять подарок, который мог принести ему неприятности. Он решил, что лучше всего будет вернуть камень обратно. Яков Павлович отправился в город, чтобы найти владельца драгоценности. Он обошел все ювелирные магазины, спросил у знакомых, но никто не знал о пропаже такого камня. Старик решил, что, возможно, камень принадлежит крупному коллекционеру или музею. Он написал письмо, в котором описал ситуацию и предложил вернуть камень владельцу. Письмо Яков Павлович отправил в Главное управление полиции, надеясь, что они помогут ему найти правильного человека. Через несколько дней старик получил ответ от полиции. Оказалось, что камень был украден из музея, и его пропажа вызвала большой резонанс. Музей был очень благодарен Якову Павловичу за его честность и предложил ему награду. Старик отказался от награды, сказав, что его единственная награда – это знать, что он поступил правильно. Он вернул камень музею, а ворона продолжал кормить и заботиться о нем, зная, что их связывает особая дружба и благодарность. Вот такая удивительная история. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях.